Что ж, как и обещал, вот вам огромная крутая теория по Тини Бини. Кстати, прикиньте, у нас на канале есть теория, которая завирусилась в фандоме Зайчика. Это так круто. Но сегодняшняя теория будет не менее крутой, ведь сегодняшняя огромнейшая теория будет ставить все на свои места в игре Зайчик. Ну или же Тайни Бани. Что ж, надеюсь, вам понравится, ты, зритель, поддержишь это видео своим лайком. А хотя, кого я обманываю? Вам лишь бы посмотреть ролик, не поставить лайк и не подписаться на канал. Тьфу, блин, для них стараешься, а они... Так что давай, быстро пошел подписываться. Это мотивирует меня делать ролики чаще и больше. Ладно, думаю, пора перейти к нашей сегодняшней теории. Итак, я бы хотел начать с того, что, во-первых, откуда взялись эти самые звери из Тайни Бани. Что же... Наверное, скорее всего, вы думаете, что они из тайги, но на самом деле нет. Из тайги только хозяин леса. Хозяин леса, он же нечисть. Звери — это семья охотник. И если мы так вспомним рассказ Харитона, он нам говорил, что к этому самому охотнику эта нечисть и пришла из тайги, из глубины темного леса, к нему в дом, чтобы отомстить за то, что он убивал зверей и приносил их в качестве угощения своей семье. Затем эта нечисть, собственно говоря, убила всех родственников этого охотника, и эта нечисть притворилась его женой, чтобы тот впустил ее. Однако тот ее не впускал, и затем у него в доме появились звери. Вот, но перед тем, как у него появились звери, он увидел, что на улице все его родственники повешены. И возможно ли такое, что все звери — это души его семьи, души его родственников? И среди всех этих зверей не было Алисы. И возможно ли такое, что Алиса, она имеет глаза, потому что она неупокоенный дух жены, а все остальные звери в игре Тайни Бани, у них нет глаз, потому что они просто были убиты. А Алиса была именно проклятым духом той самой жены, в которую вселилась нечисть в виде хозяина леса. Это и объясняет наличие глаз Алисы и отсутствие глаз других зверей. Что же, теперь мы имеем представление о том, откуда взялись звери и кто они вообще такие. С этим все понятно, однако зачем зверям нужен зайчик? Что ж, возможно, зверям нужен зайчик потому, чтобы он приносил им больше угощения. То есть они и так друг другу приносят угощение, но зайчик им нужен, чтобы угощений было больше, и чтобы они больше смогли насытиться. А когда зайчик им будет не нужен, они сами съедят его. Кстати, давайте вспомним то, что наш милиционер Тихонов тоже был пропавшим ребенком, и возможно, он выжил только потому, что он был зайчиком, и все же ему как-то удалось сбежать, и его нашли, видимо, вовремя, поэтому его не съели. Кстати, может быть такое, что пропавший ребенок, который стал зайчиком в прошлом, была мама Антона, и в итоге этот зайчик передался Антону. Ведь все-таки Антон, я думаю, не очень подходит на роль зайчика, а вот какой-нибудь безумный Рома с ножом буквально подошел бы под эту роль. Ведь он, во-первых, и может стать неплохим маньяком, который будет приносить угощения, и во-вторых, он, ну, я не знаю, он свирепый, и в целом он как зверь. Теория, конечно, не моя, но все же она имеет место быть. Многие люди в фандоме Зайчика думают, что Харитон — это шаман. Тот самый шаман, который и нашел самого первого зайчика в тайге. Однако, я думаю, что это не так. Но вы скажете, что «а почему тогда Харитон так много знает?» Что же, я вам отвечу, что, возможно, он знает много о той истории с охотником, потому что, возможно, он когда-то сам был этим же охотником. И, кстати говоря, еще многих смущает тот факт, то, что Рома знает о наличии варежки пропавшего Вовы в доме у Антона. И об этой находке Антон ничего не рассказывал Роме. И вопрос, откуда Рома тогда знает вообще про эту варежку? Что же, я вам отвечу, что, возможно, где-то за кадром игры нам не показывали тот самый момент, где Антон рассказывает Роме все, в том числе и про варежку. Но и вправду, если бы Антон не рассказывал Роме ничего про варежку, то Антон бы смутился сам, откуда Роме вообще знать про эту варежку. И что насчет пропавшей Бяши в конце игры? Что же, ну, тут Бяша умер. Тут даже ничего не надо строить, никаких теорий, тут чисто понятно, что Бяши уже нет в живых. То же самое и насчет Кати. Но мы могли, конечно, спасти Катю, если бы мы не пошли в тот самый гараж, а пошли в милицию. Возможно, она бы еще смогла чуть-чуть прожить. Мы бы ее увидели в логове зверей и смогли бы спасти. В
принципе, большинство персонажей в игре Зайчик уже нету в живых, и возможно, в 5-м эпизоде Антон останется совершенно один. И даже Оля погибла в одном из вариантов развития сюжета, и Антону еще нужно будет принести в жертву кого-то. И в итоге он принесет в жертву Полину. И вообще в деревне не останется ни одного ребенка, кроме самого Антона. Есть одноклассники еще. В деревне есть еще и другие дети, но он с ними не знаком, и он даже с ними почти что не общается. И, кстати, возможно, он еще принесет в жертву Жульку, то есть ту самую собаку. Но звери отказались от такого угощения и сказали, что им нужен человек. И поэтому Антон направил зверей на Полину. Вот, я думаю, так будет в игре. И, кстати, возможно, в игре будет целых 10 концовок, ведь так говорили разработчики. А это значит, что можно будет принести в жертву кого-нибудь другого, и угощением станет другой человек. То есть, дорогим человеком жертвовать не обязательно. Кстати, скорее всего, будет такой финал, где мы сможем победить хозяина леса. И вы тут спросите, а хватит сил у Зайчика победить хозяина леса? Что же, я вам скажу, что да, ведь Зайчик может оказаться самым сильным зверем в данной вселенной. На моем канале я уже строил теорию об этом, так что можете посмотреть. Это, кстати, и стало той самой вирусной теорией в фандоме Зайчика. Все подхватили мою идею, ну и тоже сняли что-то подобное. Кто-то снимал эдиты, где Зайчик побеждает хозяина леса, кто-то тоже взял мою теорию. Можете посмотреть эту теорию, перейдя на наш канал или перейдя по ссылке в описании. И что же, давайте сравним напоследок всех персонажей из игры Tiny Bunny. Итак, на 10-м месте у меня медведь. Реально, медведь, он самый такой безобидный, безвредный. То есть он, по сути-то, ничего не может, никакую опасность он не представляет. Ну, в принципе, долго о нем я ничего говорить не буду, поэтому давайте перейдем к следующему персонажу. На 9-м месте Харитон. Харитон, он вообще тоже очень слабый, и он ничего не может сделать нашему главному герою, поэтому... Итак, на 8-м месте у нас Тихонов. Тихонов хоть и имеет ствол, не тот ствол. Хоть он и милиционер, но он вообще ничего не может. Он даже не может разобраться, в чем дело, и найти пропавших детей. Так что он, да, тоже от него пользы 0, и он ничего нашему главному герою сделать не может. Ну, только наказать и отвести родителям. Тоже на 7-м месте уже начинается опасность. И это Катя. Ну, Катя, она просто язва, и она портит репутацию нашему главному герою. В принципе, вся ее опасность. На 6-м месте располагается Волк. С виду дружелюбный, но ничего главному герою сделать не может. Он его даже спас, вот. Настолько он безобиден и хороший. А вот на 5-м месте располагается Ромка. У Ромы есть нож, и его надо бояться. Также он проявляет лишнюю агрессию, и в одной концовке он даже зарезал нашего главного героя. На 4-м месте Алиса. Алиса, она очень хитрая, и мы не знаем, чего она хочет от нашего главного героя. Поэтому ее надо избегать, и опасность она несет серьезную. На 3-м месте Сова. Сова, она летает и выслеживает свою добычу. Ее глаза это главное оружие, поэтому она очень опасная. Также у нее есть огромные зубы и, огромный плюс к тому, что ее надо бояться. На 2-м месте Хозяин леса. Хозяин леса это самый мощный зверь, это мрак из тайги, и вообще его надо бояться. И на 1-м месте Зайчик. Антон психически болен, и он пьет таблетки от шизы, и поэтому он психопат. Но если в нем проснется Зайчик, то лучше бегите. Вот, это весь мой топ. Спасибо, что посмотрели сегодняшний ролик до конца. Не забываем, что нужно подписаться, поставить лайк и поделиться видео с другом. И да, все, спасибо за просмотр опять же, и давайте, всем пока.